И снова привет, друзья! Добро пожаловать в Aqua Dream, добро пожаловать в солнечный Вьетнам, где мы с вами создаем аквариумы и растительные террариумы. Сегодня мы с вами будем делать вот этот аквариум, круглая чаша, наноаквариум, который работает без фильтра и без дорогого оборудования, в котором вы также можете иметь и креветок, и рыб, и практически любые виды растений. Это чаша 45 сантиметров в диаметре. И сейчас я вам буду показывать, как это сделать. Ну что, поехали? Так, ну что, вот он наш красивый круглый аквариум, пока что пустой. Как видите, посередине у нас будет вот такое дерево, на которое я также буду крепить анубис и, наверное, буцефаландру. Хотя анубиуса у меня в этот раз нет, будет только буцефаландра и, наверное, немножко мха. Вот так вот он пока выглядит. Так, свет у нас 20 Вт. Я его заказал, мне его привезли, и вышла небольшая ошибочка, потому что в описании было сказано 50 сантиметров длина вот этой стойки. Оказалось, она меньше, поэтому мне пришлось что-то придумать, чтобы прикрепить этот аквариум вот на этот маленький стенд. И что я сделал? Я просто отпилил кусочек дерева и прикрепил эту лампу сюда. Вот видите, как она идет. 20 Вт вполне достаточно для этого размера аквариума. Все растения получат максимально достаточно света для их роста. Так, и первым делом, что мы с вами сделаем, это достанем этот кусок дерева и хорошенько промоем его под водой. Поехали. Что, друзья, наш аквариум готов. Я его снял с этой полки. После того, как мы закончим с нашим хардскейпом, мы посадим все растения. Перед заполнением этого аквариума водой мы поставим его обратно на наш пьедестал. Ну что, как обычно, первым слоем у нас пойдет речная галька. Вот такая. Можете использовать морскую гальку. У кого какая возможность есть. Такую гальку можно купить в любом аквариумном магазине. Также, так как наш аквариум большой, у меня нет столько гальки на такой размер аквариума. Поэтому я перемешаю эту гальку вместе с вулканическим камнем. Вот так вот он выглядит. Если не сможете найти вулканический камень у себя в городе, спокойно можете использовать только гальку. Ну что, поехали. Первый слой. Первый слой наша речная галька. Засыпаем. Теперь берем кисточку и выравниваем ее. Так, ну в принципе такой хороший слой гальки получился. Так, наверное, все-таки я перемешаю гальку с еще добавлением вулканического камня, только мне нужно больше, поэтому сейчас я соберу и промою водой. Наш вулканический камень готов. Я его промыл водой. Теперь засыпаем его также вместе с галькой. Я думаю, что этого будет вполне достаточно. Перемешиваем с галькой вместе. Так, выравниваем. Хардскейп у нас будет прямой, так как аквариум будет находиться посередине стола. Я хочу, чтобы этот аквариум можно было обходить с любой стороны и наслаждаться видами с любой стороны. Обычно я делаю аквариумы с посадкой растений назад, длинных, то есть вид только спереди. Но для этого аквариума дизайн будет другой. Первый слой у нас готов. Теперь, так как наше дерево довольно длинное, в точности под высоту нашего аквариума, поэтому дерево мы
прямо сейчас сажаем в наш первый слой. И даже немножко его углубляем, чтобы у нас дерево из аквариума не торчало, так как у нас лампа будет упираться прямо в него. Нам этого не нужно, поэтому дерево сажаем поглубже. Дерево у нас посажено, так скажем, дерево стоит. Следующим этапом будет субстрат для растений. Сейчас мы его будем засыпать. Субстрат для растений у нас будет необычный, у нас будет специальный микс, обычно который я использую для всех своих аквариумов. Это я добавляю немножко слой компоста. Не помню, как он по-русски называется, по-английски называется вермикаст. Это червивые какашки. Вот такой компост. Тонким-тонким слоем его засыпаем перед тем, как будем использовать аквариумный субстрат. Но аквариумный субстрат у нас обычный, который можете найти в любом аквариумном магазине. Вот так вот он выглядит. Вот такие гранулы. Так, ну что, первым слоем берем лопаточку, берем немножко вермикаста, немножко нашего компоста и вокруг нашего дерева тонким слоем засыпаем. Этот компост – прекрасное удобрение для растений. Наши растения будут расти очень хорошо, без использования СО2. И наш аквариум будет цвести и пахнуть долгие годы. У меня есть аквариумы, которым уже по 2,5 года, и они до сих пор чувствуют себя прекрасно, благодаря вот этому миксованному субстрату. Так, ну что, я думаю, этого будет достаточно. Небольшой тонкий слой. Сейчас мы кисточкой немножко его выровняем. С нашим удобрением мы закончили. Так, берем опять нашу лопаточку и следующим слоем мы засыпаем наш субстрат. Субстрата также не должно быть слишком много, примерно 2-3 сантиметра. Засыпаем его. Отлично. И также в наш субстрат совсем чуть-чуть, буквально горошин 10, вот такого удобрения для растений я добавляю. Совсем чуть-чуть, буквально несколько гранул с каждой стороны. Почему я добавляю такого удобрения? Потому что если мы будем использовать ковровые растения, такие как трава, эти ковровые растения будут очень хорошо расти без использования СО2. Так, углубляем эти гранулы в наш субстрат, чтобы они у нас не поднялись наверх. Субстрат у нас готов. Следующим этапом будет песок.
Песок, который сегодня я буду использовать, вот такого цвета, бежевого. Будем засыпать наш субстрат со всех сторон этим песком. Открываем. Так. Наша лопаточка. Захватываем песка. И пока что небольшим тонким слоем вот так засыпаем весь наш субстрат нашим песком. Вот такой у нас слой субстрата с песком получился. Давайте я вам покажу сверху. Вот это вид сверху. Так, мне уже нравится, как все выглядит. Ну и следующий этап, самый интересный, это декорация нашими камнями. Как я уже говорил, я буду использовать вот такой вулканический черный камень для декорации. Давно я его не использовал в своих аквариумах. Вот так он выглядит. Один из моих любимых видов камней, так как форма у него все время вот такая пористая и выглядит неровно, очень натурально. Так, использовать мы будем как большие камни, так и совсем маленькие, так и совсем крупные. Посмотрим. Может, не все я буду использовать. Скорее всего, сильно большие вряд ли. Вот такой у нас хардскейп получился. Мне очень нравится. Быстро получилось и очень красиво. Далее мы берем наш песок и еще добавляем песка вокруг наших камней. Итак, я решил еще добавить речной гальки, такой же, которую мы использовали для первого слоя. Решил добавить для нашего дизайна. Ну все, теперь точно наш хардскейп готов. И теперь самое интересное – это посадка наших растений. Перед тем, как мы будем сажать растения, нам нужно, как обычно, вспрыснуть все это обычной водой из-под крана. Ну что, первое растение, которое мы будем с вами использовать, и мы будем крепить его к нашему дереву, это наша красивая буцефаландра. Вот такая. У нас есть две вот таких. Мы ее сейчас разделим на мелкие кусочки и будем
крепить с помощью вот такого клея специального к нашему дереву. Поехали. Ну что, мы разделили нашу буцефаландру на вот такие мелкие кусочки. И давайте начнем клеить. Такой тип анубиуса, вот с такими листьями. У меня их два. Он не разделяется на мелкие части, поэтому я посажу два вот таких больших куста внизу нашего харскипа, где-нибудь здесь и вон там. Возможно, вы также в магазине покупаете растения, которые обрамлены вот такой вот губкой. Перед посадкой их в аквариум нам нужно все корни очистить от этой губки, что мы и будем сейчас делать. Я беру вот такие аквариумные ножницы, немножко делаю их так вот с таким кончиком, беру наши корни и счищаю нашу губку вот таким образом. Ну что, наш анубиас готов. Вот такие корни очищенные. Чистенькие, красивые. Ну все, наш анубиас готов к посадке. Поехали. Итак, следующим растением, которое мы будем сажать с вами, это вот такая людвигия. Сейчас она выглядит таким образом, зеленая. На самом деле она под влиянием солнечного света, под влиянием аквариумного света, неважно. Она будет изменять свой вид, будет с красными длинными листочками. Я вам покажу, как она будет выглядеть. Вот она у меня. Вот здесь она у меня растет. Вот видите, как она меняет свой вид под действием моря. Итак, сажать мы ее будем также рядом с деревом, примерно вот в этих местах. Берем пучок нашей людвигии, наши щипцы, захватываем вот таким образом. Так, ребята, смотрите, какая у меня высокая трава есть. Я ее тоже хочу посадить, но не всю, потому что будет тогда слишком много. А мы ее разделим на мелкие части и немножко посадим ее.
Ну что, следующее растение, которое мы будем сажать, это криптокарина вот такая. Она довольно большая. Здесь как раз под наш размер аквариума. Так, вот такие два пучка мы будем только использовать. Криптокарина отличное растение, которое очень неприхотливо, растет очень хорошо в любых аквариумах. Давайте сажать. Ну что, настало время для посадки нашей травки. У меня есть крупная травка вот такая и мелкая вот такая. Она будет разрастаться по всему нашему аквариуму позже, когда растения приживутся. Так, начнем с посадки крупной сначала. Итак, мы очистили корни нашей травки. Теперь она готова к посадке. Разделим один пучок на 2, я думаю. Вот таким образом. 2 у нас получилось. Еще один пучок также на 2 части. Я думаю, этого будет достаточно, потому что она будет разрастаться по всему аквариуму. Так, ну теперь настало время для посадки вот этой мелкой травы по всей площади нашего аквариума. Она также будет разрастаться везде, так что особо не важно, как мы ее посадим, со временем она разрастется. Итак, теперь настало время нашего мха. Посмотрите, какой у меня мох красивый, разросшийся, густой, пушистый. Много мы его использовать не будем. Немного добавим на наши самые крупные камни и на вот эти части деревяшки, которые у нас торчат. Итак, ну что, настало время заполнить этот аквариум водой. Мне не терпится это сделать. Поехали!
что, спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайк, делитесь со своими друзьями. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.